Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, шторма сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. В начале января большая часть Германии оказалась под воздействием мощного зимнего циклона, принесшего с собой резкое похолодание и снегопады, которые парализовали транспортную логистику в ряде федеральных земель. Несмотря на то, что в некоторых регионах снежный покров был не самым значительным, сочетание минусовых температур и порывистого ветра привело к образованию опасной гололедицы и снежных заносов на ключевых автомагистралях. Метеорологическая служба Германии выпустила предупреждение о суровой погоде, отметив, что температурные показатели в отдельных районах могут опуститься до экстремальных -10, -25 градусов Цельсия. Непогода вызвала настоящий хаос на дорогах. Зафиксированы многочисленные аварии, отмены авиарейсов и серьезные сбои в железнодорожном сообщении. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны, где метели сопровождались штормовым ветром, и на юге, где продолжаются перебои с подачей электроэнергии из-за обрывов линий электропередачи под тяжестью снега и льда. В некоторых городах коммунальные службы не справляются с оперативной расчисткой даже основных магистралей. Это привело к задержкам в доставке грузов и работе общественного транспорта. Власти призывают граждан по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, так как сложная метеорологическая обстановка в Германии, по прогнозам, сохранится в течение ближайших дней. Второго января на муниципалитет Ирике, расположенный на севере бразильского штата Баия, обрушился мощный шторм, сопровождавшийся громом, молниями и интенсивными осадками. Сильнейший ливень привел к мгновенным подтоплениям в различных частях города, парализовал движение на ключевых улицах и создал значительные трудности для жителей и водителей. Одним из наиболее пострадавших объектов стал городской автовокзал, который недавно прошел через масштабную реконструкцию. Несмотря на обновленную инфраструктуру, здание оказалось полностью затопленным. Потоки воды заполнили коридоры и залы ожидания, из-за чего пассажиры столкнулись с серьезными препятствиями при посадке и высадке из автобусов. Под воду ушла также знаменитая площадь Аиртона Сенны. Все коммунальные и экстренные службы были переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий наводнения. Метеорологи предупреждают о сохранении вероятности сильных осадков в регионе в ближайшие дни. Округ Освиго на севере штата Нью-Йорк оказался в эпицентре мощнейшего снегопада, вызванного так называемым эффектом озера, когда холодный воздух проходит над теплыми водами озера Онтарио. Всего за 24 часа в отдельных населенных пунктах, таких как Сэнди-Понт и Пуласки, выпало от 90 до 120 сантиметров снега. Это привело к полному параличу инфраструктуры и объявлению чрезвычайного положения. Стихия заблокировала жителей в их домах. Во многих случаях припаркованные автомобили оказались полностью погребены под сугробами. Местные службы экстренной помощи столкнулись с серьезными трудностями. Пожарные машины не могли выехать из депо из-за заблокированных снегом ворот, а пожарные гидранты скрылись под 2-метровыми заносами. Для оказания помощи населению была мобилизована Национальная гвардия. Город Фултон ввел официальный запрет на поездки без крайней необходимости. Национальная метеослужба предупредила о сложившихся практически невозможных условиях для передвижения и нулевой видимости на дорогах. По всему региону были зафиксированы многочисленные случаи срабатывания датчиков угарного газа, поскольку снег блокировал внешние вентиляционные отверстия домов. По прогнозам метеорологов, эффект озера сохранится, и в ближайшее время в регионе может выпасть еще от 20 до 35 сантиметров осадков.
Обильные снегопады в Дагестане привели к масштабным сбоям в работе инфраструктуры. В регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Более 20 городов и населенных пунктов остались без света из-за обрывов линий передач. В 5 горных районах республики из-за лавинной опасности и сугробов были перекрыты как минимум 8 участков дорог. В частности, движение полностью ограничили на Генухском перевале, на автодороге Цлядал-Бешта-Кедера, а также на 7 других отрезках трасс регионального значения. Стихия затронула и федеральные магистрали. Временно закрывались 2 участка трассы Кавказ. В высокогорных селениях ситуация остается критической. Жители некоторых населенных пунктов просят помощи у властей, так как старая снегоуборочная техника не справляется с заносами, а припаркованные автомобили оказываются полностью погребены под снегом. В горных районах республики продолжает действовать штормовое предупреждение о лавинной опасности. Экстренные службы призывают население и туристов проявлять максимальную осторожность. С 1 января на Сицилии фиксируется новое извержение вулкана Этна, ставшее ярким началом года. Активность началась во второй половине дня 1 января на восточном склоне вулкана, в районе Вале-дель-Бове. Открылась новая эруптивная трещина на высоте около 2100 метров над уровнем моря. Из этой расщелины начал изливаться поток лавы, который к 3 января продвинулся на расстояние около 3 километров, достигнув отметок 1350-1420 метров над уровнем моря. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что излияние лавы сопровождается слабой стромболианской активностью в северо-восточном кратере и кратере Вараджине. Наблюдаются выбросы пепла и дыма на высоту до 400-500 метров. Авиационный цветовой код был временно поднят до красного, предупреждая о потенциальных рисках для безопасности полетов в районе аэропорта Катании. Тем не менее, текущее извержение носит эффузивный характер и локализовано в безлюдной зоне Вале-дель-Бове, что не представляет непосредственной угрозы для близлежащих населенных пунктов, таких как Мила и Форнацо. К сегодняшнему дню интенсивность потока лавы стабилизировалась, однако мониторинг активности вулкана продолжается, так как сейсмические данные указывают на сохранение давления магмы внутри системы. Власти призывают население и туристов не приближаться к активным зонам из-за риска внезапных взрывов и опасной концентрации вулканических газов. Аргентинская провинция Сальта, включая ее одноименный столичный город и ряд населенных пунктов в долине Лерма, подверглась удару мощного шторма с проливными дождями и крупным градом. Национальная метеослужба Аргентины объявила желтый уровень тревоги. Стихия привела к мгновенному затоплению улиц и параличу транспортного движения. В Сальте наиболее серьезно пострадали центральные и юго-восточные районы, а также квартал 20 июня. Градины повредили металлические крыши домов, рекламные конструкции и оставили вмятины на десятках автомобилей. В долине Лерма значительные подтопления зафиксированы в городах Сервилас, Ла-Мерсед и Росарио-де-Лерма. Муниципальные службы этих населенных пунктов были оперативно мобилизованы для расчистки ливневой канализации и откачки воды с улиц. Непогода также спровоцировала многочисленные перебои в подаче электроэнергии в ряде районов. Энергоснабжающая компания «Эдеса» предупредила жителей о возможных дальнейших отключениях. Согласно прогнозам метеорологов, в регионе ожидаются повторные интенсивные осадки, сильные порывы ветра и высокая грозовая активность, что может привести к новым подтоплениям и перебоям в электроснабжении. 3 января в районе Бенкаянг, индонезийской провинции Западный Калимантан, произошел катастрофический пожар, практически полностью уничтоживший торговые ряды на рынке в поселении Силуас. Возгорание началось в субботу вечером в одном из плотно застроенных кварталов, где большинство торговых павильонов и жилых помещений были выполнены из легко воспламеняющихся материалов.
Огонь, подгоняемый ветром, стремительно распространился на соседние постройки и вызвал панику среди местных жителей и торговцев, которые пытались спасти товар из захваченных пламенем лавок. На место происшествия были стянуты пожарные расчеты из Силуаса, а также добровольческие пожарные команды из соседних округов Синкаванг и Самбас. По данным местных властей, в результате инцидента сгорело не менее 25 магазинов и жилых зданий. Из-за плотной застройки и проблем с доступом к источникам воды локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов напряженной работы. Полиция района Бенкаянг проводит расследование. По основной версии, пожар мог быть вызван коротким замыканием в одном из продуктовых магазинов. Информация о погибших на данный момент не поступала, однако материальный ущерб оценивается как значительный, так как многие семьи лишились не только бизнеса, но и единственного жилья. 3 января на острове Негрос в центральной части Филиппин была зафиксирована резкая активизация вулкана Канлаон, что заставило власти объявить повышенный уровень опасности и начать превентивную эвакуацию населения из зон высокого риска. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, в течение суток в районе вулкана произошло более 20 вулканических землетрясений, свидетельствующих о движении магмы. Над кратером были замечены столбы газа и пара, поднявшиеся на высоту до 500 метров. Ситуация осложняется значительным ростом выбросов диоксида серы, средний уровень которого превысил 4000 тонн в день, что значительно выше нормы и указывает на высокую вероятность скорого извержения. В связи с нарастающей угрозой власти установили 4-километровую постоянную опасную зону вокруг кратера, нахождение в которой строго запрещено. Авиационные службы получили предупреждение о необходимости избегать полетов вблизи вершины вулкана из-за угрозы внезапных фреатических взрывов. На текущий момент экстренные службы региона приведены в состояние полной готовности на случай возможного расширения масштабов эвакуации. На индонезийскую провинцию Бантен обрушились экстремальные ливни, вызвавшие разрушительное наводнение в городах Чилегон и Серанг. В Чилегоне основной удар стихии пришелся на районы Чивандан, Чибебер и Джомбанг, где из-за неисправности дренажных систем и интенсивных осадков, продолжавшихся более 12 часов, уровень воды в ряде мест достиг критических отметок. Мощные потоки воды парализовали движение по южной кольцевой дороге и привели к серьезному материальному ущербу. В районе Чивандан зафиксированы случаи, когда припаркованные автомобили и рыночные прилавки буквально смывало в водостоке. Одновременно с этим в городе Серанг стихия затронула территорию уникального исторического комплекса Бантен-Лама. Вода затопила сотни захоронений, однако главные святыни, могилы султанов, остались неповрежденными. Наиболее тяжелая гуманитарная ситуация сложилась в районе Касимен. Здесь уровень воды поднялся до метра и выше, в некоторых местах достигая крыш домов. По официальным данным местных служб по чрезвычайным ситуациям, в Касимене пострадало 417 домохозяйств и более 1700 жителей. Спасатели провели экстренную эвакуацию пожилых и больных людей. К утру 4 января уровень воды пошел на спад, однако коммунальные службы и волонтеры только приступают к ликвидации последствий наводнения и расчистки завалов, и объем предстоящих работ оценивается как колоссальный. 31 декабря в природном заповеднике Кристал Ривер в штате Флорида было зафиксировано одно из самых масштабных зимних скоплений ламантинов в источнике Три Сестры. По данным службы управления водными ресурсами Юго-Западной Флориды, во время утреннего подсчета волонтеры обнаружили около 300 особей, собравшихся в теплой родниковой воде. Причиной массовой миграции стало резкое похолодание. Температура воздуха в регионе опустилась до плюс 1,6 градуса, в то время как вода в источнике сохраняет постоянную температуру около плюс 22 градусов Цельсия круглый год.
Специалисты отмечают, что для морских млекопитающих такие убежища жизненно необходимы, так как пребывание в воде холоднее плюс 20 градусов Цельсия в течение длительного времени вызывает у них смертельно опасный стресс от холода. В 2025 году на территории источника были завершены масштабные работы по укреплению береговой линии, что помогло предотвратить эрозию почвы и улучшить качество среды обитания для ламантинов в этом сезоне. В целях защиты животных доступ в воду для лодок и пловцов в районе источника Три Сестры останется ограниченным на весь период зимней миграции, который продлится до начала апреля 2026 года. Наблюдать за морскими коровами посетители могут со специальных смотровых площадок и деревянных настилов вокруг заповедника. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.